Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, руководитель компании «Тибетская формула». Сразу же хотелось бы сказать, моя компания «Тибетская формула», она разрабатывает и внедряет в рынок биологически активные добавки к пище, что фактически является помощниками человека для того, чтобы привести организм в здоровое состояние, так как используются системы профилактики и реабилитации после заболеваний с целью помочь человеческому организму справляться и вырабатывать иммунитет, чтобы не появлялись заболевания. Я постараюсь сегодня ответить на ваши вопросы, но несколько слов хотелось бы сказать вам, что когда я читаю лекции, которые связаны с препаратами компании «Тибетская формула», я ни в коем случае не хочу сказать, что данные препараты являются заместительной терапией от основной терапии, которую вы получаете и которую вам прописывает доктор. Я все равно считаю, что в случае, если человек болеет острыми или хроническими заболеваниями, есть смысл обращаться к врачу. Ну а со своей стороны могу сказать, что во многом случае, если заболевание только начинающиеся, или если у вас есть общие какие-то состояния, не клинические, недомогания, то с этим могут справиться мои рекомендации, мои советы. Ну и давайте я отвечу на те вопросы, которые вы задаете. Почему я в очках? Сразу же хочу вам сказать. Я очки одеваю, потому что у нас очень яркий свет, и в этих очках используются линзы, которые немного уменьшают воздействие света, потому что из-за того, что я нахожусь прямо перед лампой, которая светит мне фактически прямо в лицо, и лампа очень мощная, то у меня в дальнейшем появляется слезоточивость и вырабатывается синдром сварщика, то есть я начинаю страдать от ожога сетчатки. Для того, чтобы этого не было, я решил с сегодняшнего дня на некоторые свои семинары, особенно по здоровью, одевать очки. Любовь Кощук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Посоветуйте, пожалуйста, какие из препаратов ТФ нужно мне принять. Очень болят ноги. Имею на левой ноге варикоз и пятки болят. Большое спасибо заранее. Помогут препараты вариковазиновая мазь. Также поможет препарат Легка Хода и Рутин по 2 таблетки 2 раза в день. Анна Иванова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, какие есть препараты в ТФ для улучшения работы блуждающего нерва? Благодарю. Поможет очень. Очень поможет мазь Габана. Она мгновенно уберет боль. Также поможет Бактамакс препарат и артраминовый спрей. Это все уберет такие блуждающие нервы. Лиза Ревина. Андрей Андреевич, как предотвратить вынудительную вакцинацию, без которой не пускают на работу? А я не работаю уже 8 месяцев из-за ограничений в Италии. Я не знаю, как я могу ответить на такой вопрос. Я ничего не могу сказать вам. Если эта вакцинация принудительная, то каким образом можно ее избежать? У вас есть 2 выбора: либо вернуться там, откуда вы родом, и жить уже в той стране, где вы живете, либо согласиться на принудительную вакцинацию. Других вариантов, наверное, совершенно никаких. Татьяна Поплавская. Можно ли мне ставить коды мне самой? У нее проблемы, сломанная рука. Да, можете ставить. Ярослава Куш. Порекомендуйте, что принимать из ТФ проблема. При приеме любой пищи происходит вздутие кишечника. Колики, спазмы, запор постоянно в помощь, употребляет травяные таблетки Лаксавит. Были у докторов, говорят, что нет ничего страшного, проблема не решена. Будем признательны очень. Итак, для того, чтобы была все-таки правильная ферментация и правильная дефекация, я рекомендую использовать следующие препараты моей компании: Франгул и препарат Метеофан. И первый и второй препарат принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Также увеличить количество приема воды. Принимать каждый раз перед началом приема пищи стакан сырой, подогретой немножко теплой воды. Также необходимо полностью убрать сладкие продукты питания из рациона питания. Очень рекомендую пить свежевыдавленный сок тыквы, огурца, помидора или в смеси. Также очень рекомендую на протяжении дня принимать печеный лук. Возьмите луковицу, разделите на 4 части, запеките в духовке так, чтобы она была мягкая. И используйте вот такой кусочек лука, принимая его перед приемом пищи.
3-4 раза в день по маленькому кусочку лука, разжевывая или просто проглатывая его перед началом пищи. Елена Лисна. Здравствуйте, у мамы случился инфаркт. Сделали коронарографию, поставили 2 стента. Что из ТФ можно посоветовать? Можно посоветовать принимать препарат инфарктин по 2 таблетки 3 раза в день и гворгин по 2 таблетки 3 раза в день. Как помочь маме? Моча течет по ногам, уколы делать отказывается, так как образуются шишки после уколов. Травы пить не хочет, говорит, что аллергия на запахи. Есть народный способ такой, который может помочь избавиться от цистита. Он действительно очень помогает. Необходимо 2 или даже 3 раза в день съедать 1 столовую ложку сливочного масла без горки и вот так выпиваете сливочное масло и через 1-2 минуты выпиваете сырое яйцо. Это необходимо делать 2 или даже 3 раза в день на протяжении 1 недели. Вот такие проблемы, как хронический цистит или даже пилонефрит, который у вас, ну, скорее всего, цистит, исчезнет. Это действительно очень эффективный метод, рекомендую. Кстати, по поводу вот такого рецепта, я очень рекомендую его использовать и тем людям, кто страдает мочекаменным заболеванием. Формирование камней, формирование конкрементов в почках, почных лоханках. Я очень рекомендую использовать вот как раз вот такой рецепт. Также принимать или пить березовые почки. Среди нетрадиционной медицины и в траволечении есть такой совет: в случае, если у человека недержание мочи, принимать по 1 столовой ложке зверобоя напополам с тысячелистником. Смешивается оба растения и принимается 1 столовая ложка смеси на 1 стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Это очень эффективно, также помогает справиться с воспалениями не только мочевого пузыря, а еще и воспалениями почечными. Наталья Барскова. Здравствуйте, Андрей Андреевич, и всем, кто присутствует. Вы удивительный человек. Думаю, будет команда честных, добрых и веселых учеников. Очень прошу вас ответить. Дочери 13 лет, опустилась на пятки, год уже прошел, мучает меня. Есть в этом моя вина и чем могу помочь ребенку? Магнумцит 300 эмбрио приобрела, еще не принимала. Для начала надо, чтобы домой вернулась. Там она это принимать не будет. И вернется она ко мне или нет. Большое спасибо, если ответите. С уважением, Наталья и Полина. Необходимо сейчас не бороться за нее, необходимо принять и дождаться момента, когда она все-таки обратится к вам за помощью. Поверьте мне, это произойдет рано или поздно, скорее всего уже до конца этого года. Сейчас что-либо советовать вашему ребенку бессмысленно, так как в данный момент ребенок, скорее всего, ничего не захочет от вас брать. Данный ребенок хочет жить отдельно, хочет жить и совершать самостоятельные ошибки и так далее. Не переживайте. Для нее плохо это не закончится, не переживайте. Ханум, у мамы болят коленки, как можно ей помочь? Для того, чтобы избавиться от боли в коленках, поможет мой препарат, который называется мазь Габбана или золотой бальзам Дуйко. Также советую медицинские, допустим, можно использовать напополам 2 спирта, камфорный и нашатырный, смешав их между собой напополам, натирать колени в местах проявления боли. Это уберет у вас болезненный эффект и в дальнейшем проведет вот такое анальгезирование. Очень эффективно, очень рекомендую. Среди медпрепаратов, ну, наверное, нужно обратиться к врачу. Если это хроническая форма боли в коленях, то необходимо при подагре пропить препарат Уролиз. При заболеваниях подагры можно еще препарат подагрин по 1 таблетке 3 раза в день. Можно мой препарат принимать, который называется Артридикс, или препарат Артразин, а также как анальгезирующее действие и восстанавливающее коллаген образующие вещества в суставе, принимать препарат Инстамакс, Эмбрио Плюс или коллаген. Можно еще медицинский препарат хондроитин, глюкозамин. У меня часто запоры, не переваривается пища, быстрая утомляемость склонит ко сну. Это скорее всего связано с инсулинорезистентностью, развивающимся заболеванием сахарный диабет 2 типа. Постарайтесь максимально уменьшить количество употребляемой пищи раз. Второе, не ешьте ни в коем случае сладкую пищу. Уберите глюкозу и любое
любую глюкозу на 1 год даже, вот на такое время. Третье, постарайтесь есть меньше соли. Четвертое, не ешьте колбасные изделия, не ешьте конфеты, шоколад. Пятое, не употребляйте ни в каком виде алкоголь. Шестое, не ешьте свинину. Седьмое, уберите белый хлеб. Если не можете справиться без хлеба, ешьте только черный. Восьмое, не ешьте молочные продукты. Всю остальную пищу, которую я не перечислил, можете употреблять в любом количестве. Надежда Акимова. Давно лечила склеродермию. Осталась пигментация, похоже на след ожога. Чем полечить участок на плече? Летом приходится носить только все с коротким рукавчиком. Очень поможет принятие коллагена. Найдите коллаген. Кстати, на следующей неделе, скорее всего, у нас появится коллаген уже в нашем изготовлении. То есть это будут большие банки по 300 таблеток, по-моему, невысокой стоимости. Этот коллаген очень хорошего качества. Очень долго мы выбирали, какой коллаген необходимо использовать. Выбрали максимально эффективный. Коллаген получился у нас в таблетках, его не нужно разжевывать, необходимо 3-4 таблетки выпивать, запивая водой. Очень улучшается самочувствие, снижается давление, снижается заболевание хрящевой ткани, перестают болеть колени, тазобедренные суставы, шейные отделы, снижается давление, улучшается зрение и улучшается цвет кожи. Также можно ожоги от склеродермии использовать жидкие коллагены. То есть необходимо взять коллаген в блендере, 1, 2 или 3 таблетки перемешать с любым маслом, желательно миндалевым или арахисовым маслом, таким тверденьким, и смазывать места появления склеродермии. Это уберет вот такие ожоги. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ваша ученица, живу в Италии. Подскажите, как вылечить левую руку и шею и всю левую часть, включая лопатку? Все время ноет. По ночам встаю из-за боли, а днем как будто привязано несколько килограмм. В январе этого года рассталась со своим сожителем, на прощание он меня избил. С тех пор мучаюсь. Возьмите мазь какую-нибудь, там, троксивазиновую или какую-либо еще мазь, которая усиливает циркуляцию крови. Далее, раз вы в Италии находитесь, то вам могут быть доступны мои препараты, они в Италии у нас продаются, есть склад. Используйте мазь Габбана, смазывайте места боли. Используйте препарат, который называется Вертебралис, и вертебрализовую мазь, и мазь Габбана. Также используйте препарат Рутин и препарат Легкахода. Все принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. За 1 неделю вот такие проблемы исчезнут. Марина Гришина. Посоветуйте, пожалуйста, сына забрали в армию, сейчас в учебке. Там подхватил простуду, температура 37,6, кашель, сильная заложенность носа. Дают ибупрофен и мукалтин. Чем можно помочь и быстро восстановиться? 2-3 препарата, больше не разрешат передать. Из наших препаратов Инстамакс и Эмбрио Плюс или Демилон. Инстамакс и Демилон, они действительно очень быстро помогут справиться вот с такой проблемой. Виктория Пензина. Сын 11 лет, рассеянный, невнимательный. Пьем Неманорм. Сколько по времени принимать Неманорм, что добавить из препаратов? Рекомендую добавить спрей для носа окситоцин, брызгать 2-3 раза в день, а также добавить Гепакс препарат, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Вы увидите эффект уже через очень быстрое время, буквально за 1-2 недели после приема данного препарата улучшится его состояние, исчезнут нервозы, будет увеличиваться концентрация, станет такой мягкий и коммуникабельный. Ярослав Шила. Здравствуйте. Ощущение, что в голове горит огонь. Иногда тяжесть в правом боку, общая слабость и особенно слабость в ногах. С чего начать лечение, какими препаратами? Все, что вы описали, это скорее всего связано с повышающимся артериальным давлением, а также тяжесть в правом боку, это скорее всего связано с язвенным заболеванием 12-перстной кишки. Она находится немного в правой стороне под ребрами и обычно сопровождается вот такими неприятными и очень тяжелыми ощущениями тяжести в подреберье с правой стороны. Для того, чтобы это убрать, необходимо, первое, начать принимать препарат Гастронорм, Эмбрио Плюс, здоровый желудок, пить чай железняк. Третье, на протяжении дня можно от давления смочить носки в уксус яблочный, одеть на стопы. В этих носках походить там 10-15 минут, делать так на протяжении дня 3-4 раза в день. Следующее, ставить горчичник на область затылка, когда голова не болит. Третье,
на протяжении дня в разное время съедать по одному зубчику чеснока, можно даже не разжевывать, а глотать 2-3 раза в день. Следующее, смазывать мазью троксивозиновой шейный отдел. Это все поможет убрать у вас давление. Делать вот такие движения шеи на протяжении дня по 30 раз в одну сторону, 30 раз в другую сторону. Делать это курсом 4-5 раз в день, так чтобы при прокручивании шейного отдела или головы не возникали состояния боли. Это должно быть максимально в расслабленном состоянии, не запрокидывая голову до состояния, пока появится боль. То есть это не физическое упражнение, а просто вот такое вот упражнение, которое поможет освободить артерии, которые находятся с левой и с правой стороны в позвоночнике. Мне лично помог вот такой рецепт. Когда у меня начало появляться артериальное давление, я начал принимать перед каждым приемом пищи перемолотый в порошок семена укропа. Я их принимаю по 1 чайной ложке, развожу в стакане холодной воды и принимаю перед каждым приемом пищи. Это улучшило состояние моей кровеносной системы, и давление полностью исчезло где-то на протяжении 2-3 месяцев. Сейчас давление не поднимается, и в общем-то чувствую себя очень комфортно. Вот это состояние, будто в голове горит огонь, это повышенное внутричерепное давление. Оно убирается вот такими семенами укропа. Очень рекомендую. Леся Амосова. Знаю, что видите каждого. Разрешите вопрос. Будут ли еще дети? Не отвечаю на такие вопросы. Анжела Джелман. Очень часто воспаляются слюнная железа. Те хронические воспаления слюнной железы, опухает, болит несколько дней, перестает, потом опять через какое-то время. Не могу сказать после приема какой пищи. Врачи выписывают антибиотики и стероиды. Нельзя без стероидов вылечить это. Обычно во время того, когда блокируется работа слюнных желез, я рекомендую использовать спрей окситоцин. Спрей окситоцин используйте, орошая носоглотку 2-3 раза в день, а также спрей, который называется эмбрионазин, точно так же 2-3 раза в день. Используйте препарат Гепакс по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Используя все это на протяжении 1 месяца, вот такие проблемы слюнных желез исчезнут. Также за ушами можно смазывать или прикладывать уксусную салфетку. Также полоскать рот по утрам оливковым нерафинированным или подсолнечным нерафинированным маслом. Это все уберет у вас вот такую проблему. Наталья Журавлева, ваша ученица, сердечное спасибо. Живу, учусь. Вообще, когда слюнные железы блокируются, это проблема либо легких, либо поджелудочной железы. Для того, чтобы полечить легкие, принимайте препарат Домилон, чтобы полечить поджелудочную железу, глюконорм. Анжела Джелман. Ага, ответил. Наталья Журавлева. Живу, учусь. Участвовала в марафоне 3. Спасибо большое за помощь. Марафон сильный, улучшения есть. Препараты, рекомендации выполняю. Скажите, какой у меня диагноз? Не задала на марафоне этот вопрос. Может, что-то порекомендуете для лечения лимфы и кожи, и родинки. Очень большой везде. Хочу спросить у вас, скорее всего, диагноз звучит как проблемы поджелудочной железы, хронический панкреатит. Лечите хронический панкреатит, лечите заболевания крови, принимайте препарат Гемартан Инстамакс и Панкрисорб по 2 таблетки 3 раза в день одномесячным курсом. Валика Хирцева. Моя дочь беременна, врач сказал, что ей нужно сделать прививку Pfizer. Она согласна, это в Словакии. Скажите, пожалуйста, если все будет хорошо, я немного переживаю, как будущая бабушка. Если будет у нас первый ребенок, мы очень ждали его несколько лет. Заранее спасибо, ученица первой обновленной ступени. Мне, может быть, кажется, но насколько я знаю, в противопоказаниях приему прививки от COVID-19 является беременность. То есть ношение ребенка, при вынашивании ребенка прививки делать нельзя. Пусть она дождется момента, когда она все же родит ребенка, и вот после того, когда она родит, спустя 1 или 2 месяца можно будет сделать прививку. Сейчас, когда она вынашивает ребенка, делать прививку нет необходимости.
это может не хорошо сказаться на рождении ребенка. Глаша Трубина. Водянистые прыщики под кожей. Врач поставил дисгидроз на указательном пальце. Что можно СТФ? Смазывайте мазью Габбана. Смазывайте мазью Габбана. Используйте препарат Рутин, Легка Хода, Бактомакс и Артридикс. По одной таблетке 2 раза в день. Вика Морар. Кстати, хотел бы сказать, что прямо сейчас на своем канале, который называется Андрей Дуйко официальный канал, мной выложено видео. Это видео называется «Медитация лечения заболеваний суставов и лечения заболеваний». Так и называется медитация, которая сможет устранить боль в суставах и в позвоночнике. Сейчас, когда закончится данный семинар, я рекомендую перейти и найти данное видео и полечить свои суставы. Используются бинауральные шумы и бинауральные звуки. Также внушения прямые, которые мной сделаны. Это медитация, которая сможет устранить боль в ваших суставах и позвоночнике. По моему мнению, помощь приходит практически мгновенно. Уже через 30 минут после прослушивания вы сможете почувствовать заметное улучшение в области сустава, в области позвоночника. И в дальнейшем, слушая это многократно, полностью избавиться от всех вот таких заболеваний. Поэтому очень рекомендую. Сейчас прямо идет прямая трансляция на моем канале. Вика Морар. Спасибо, Андрей Андреевич. Изменили мою жизнь. Хочу задать один вопрос, касающийся моего дорогого брата. У него здоровье очень хромает и нужно операцию делать. Большой камень в желудочном пузыре. Можно ли ему помочь без операции? Нет. Спасибо заранее за любой ответ. Нет, никак. Без операции помочь нельзя. Дело в том, что если большой камень, то любое его движение может привести к очень тяжелым последствиям. И это все равно приведет к операциям, но уже с тяжелыми последствиями. Поэтому пока этот камень еще не начал свое движение, я рекомендую все же устранить его вместе с желчным пузырем. И у меня грибок на больших пальцах ног никак не уходит после всех моих натуральных способов. Не хочется антибиотиков. Принимайте препарат моей компании Альбикан. Используйте препарат мускус, смазывайте мускусом место грибковой инфекции. Препарат Альбикан принимайте по 2 таблетки 3 раза в день 1-2 месяца. Это уберет не только грибок ногтей, еще уберет вагинальный грибок, если такой тоже имеет место быть. А также молочницу. Лилия Ярулина. Посоветуйте препарат ИТФ для моего папы. У него почечная недостаточность, низкий гемоглобин, высокий пульс, одышка, похудел. Курсами принимает Ренокс и Нескарт, недавно попил терпентиновый бальзам. Сейчас принимает канцерамидин. Из медицинских препаратов принимает Лозап. Что еще можно пропить ему из препаратов ТФ для поддержания здоровья? Пусть принимает канцерамидин по 1 чайной ложке 3 раза в день. Также пусть принимает Гемонем 2 таблетки 3 раза в день. Принимает Гормонорм по 2 таблетки 3 раза в день. Принимает Эмбрио Плюс, Демилон, по 2 таблетки 3 раза в день. И я сегодня говорил 1 столовая ложка сливочного масла и тут же выпивать сырое яйцо. По утрам пускай делает это 10-дневным курсом. Также очень хорошо АСД, не АСД, а препарат нашей компании Диа. По 10 капель 1 раз в день, желательно вечером, на 1 столовую ложку воды. Лилия Килхан. Подскажите, чем можно помочь, если пальцы рук деформируются и болят? Заранее спасибо. Смазывайте пальцы рук мазью Габбана перед сном. Также принимайте Инстамакс, Демилон по 2 таблетки 3 раза в день. И Артридикс по 2 таблетки 3 раза в день. Гепакс по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Наталья Анзина. Это Наталья Октябрьская. Пишу каждый вторник, пока не повезло. У меня легочная гипертензия, миелолипома надпочечника, узловой зоб, полит пищевода, язва, цибулини, ДПК+, все, старая гипертония, ангиоспазм. Подскажите, что мне попить и полечиться каким образом? Отвечаю. Итак. Первое. Ограничьте прием соли.
протирайте шею миновазином. Также на уровне грудной клетки вот здесь натирайте миновазином. На уровень шеи сзади накладывайте горчичник. Также хорошо горчичник на область легких, задней части спины. Дальше смочите яблочным уксусом носки, одевайте такие носки, ходите там 10-15 минут один раз в день. Используйте препарат канцерамидин, 1 чайная ложка 3 раза в день. Препарат демилон по 1 таблетке 3 раза в день. Окситоцин брызгайте в нос 2 раза в день. Диа по 10 капель на столовую ложку 1 раз в день. Эмбрио плюс 1 таблетка 3 раза в день. Можно медицинский препарат для вас, пантипрозол, Тева, по 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером. Попейте или попринимайте вместе с препаратом пантипрозол Тева, препарат аугментин 1000, 1 таблетка 1 раз в день, 10-дневным курсом. Препарат пантипрозол Тева принимайте по 2 таблетки, по 1 таблетке 2 раза в день, курсом 1,5 месяца. Наталья Мило. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мне дали 5 лет жизни, у меня болезнь Дейвика, прошло 5 лет, еще немного поживу, да, поживете, все нормально, ничего такого плохого не вижу. Елена Чеснокова, подскажите, пожалуйста, что это может быть с началом климакса? На руках и в плече с внутренней стороны появились бугры, как будто накачались бицепсы, особенно на одной руке. УЗИ мягких тканей ничего не показало, спасибо вам. Если есть климакс, необходимо пропить препарат Климактерикс для того, чтобы вот таких узлов не было. Это узлы, которые называются миозиты. Можно смазывать мазью моей золотой бальзам Дуйко, и можно принимать препарат Рутин, можно принимать препарат Легкохода. Это все в комплексе уберет вот такие проблемы. Спасибо за все, что вы делаете. Скажите, пожалуйста, что можно принимать из препаратов на теле красные родинки, будто бы кровь. Со временем они не коричневеют. Принимайте препарат Тонизон, принимайте препарат ЕМА по 1 чайной ложке 2 раза в день. Принимайте препарат Панкрисор и Гваргин по 1 таблетке 3 раза в день. Это инфаркт сосудов. Обычно сосуд лопается или расширяется подкожно, и появляется маленькая красная такая кровяная родинка, как бы. Наталья Читаладзе. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Бронхоэктазии, липому позвоночном канале как можно вылечить? Липому позвоночном канале нельзя вылечить обычно народными способами. Есть эзотерический способ, это представлять, будто это глина, и вы ее, или тесто, и вы его раскатываете по позвоночнику вверх-вниз. Я знаю, что липомы лечатся баней в случае, если парить липому веником, после чего веник сжигается, то устраняется. Также парить липому полынью, прикладывать полынную салфетку к липоме. Бронхоэктазии лечатся препаратом Аллергонорм, препаратом Бронхоспатин и Тарантел. Все по 2 таблетки 3 раза в день. Можно канцерамидин. Эльвира Рудык, подскажите, что принимать при гиперфункции щитовидной железы и есть многоузловой зоб. Принимайте Миомакс по 1 таблетке 2 раза в день, Тератозин по 1 таблетке 3 раза в день и Инстамакс по 1 таблетке 3 раза в день. Людмила Богуславская. Дайте, пожалуйста, совет, как можно помочь маме, был инсульт в коме. Была неделю, последствия нелегкие, парализована была правая сторона, больное сердце, мама не ходит самостоятельно. Еще повышен сахар, 9 лет прошло, улучшение незаметное. Какие препараты можно купить, чтобы улучшить здоровье мамы? У сестры недавно был инфаркт, давайте сначала по маме. Итак, после инсульта препарат здоровые сосуды, раз, второй децепин и третий антипаразин, или да, антипаразин. Итак, здоровые сосуды, антипаразин и децепин. Все по 1 таблетке 3 раза в день. Еще рутин, тонизон и энескарт. Все по 1 таблетке 2 раза в день. Для того, чтобы снизить глюкозу в крови, пусть принимает препарат глюконорм и спрей, который необходимо брызгать на протяжении дня в рот. Это спрей называется гликоцитрохромин спрей.
У сестры недавно был инфаркт, перенесла его. Можно альфа-липоевую кислоту. Еще альфа-липоевую кислоту. У сестры недавно был инфаркт, перенесла его, даже не зная об этом. Но очень часто болит сердце, есть одышка, принимает сердечные капли. Помогите, спасибо за все, что вы делаете. Пусть принимает препарат инфарктин, принимает препарат альфа-липоевая кислота по 2 таблетки 3 раза в день. Уберет полностью из рациона питания все сладкое, белый хлеб. Также принимает препарат глюконорм и гликоцитрохромин. Екатерина Абдрахманова. Появилась какая-то шишка с правой стороны ближе к ключице. МРТ не показала, после УЗИ под вопросом не сформировавшийся жировик или гематома. Метод белой глины может подойти? Может. Или чем-нибудь мазать? Мазать можно мазью Габбана моей компании. Лариса Пекарь. Болят суставы в коленях, когда поднимаюсь по ступенькам, хрустят. И в поясничном отделе боли. Делала компьютерную томографию и написали остеоартроз суставов. Чем можно помочь, подскажите, пожалуйста. Принимайте препарат Уролиз, 1 чайная ложка 2 раза в день. Смазывайте мазью бишофитовой суставы 2 раза в день. Принимайте коллаген по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте глюкозамин хондроитин аптечный по 2 таблетки 3 раза в день. Также принимайте препарат Arthridix по 2 таблетки 3 раза в день. Елена Сергеева, там я в одном из своих вебинаров, а вернее сказать на прошлом вебинаре во вторник, рассказывал, как сделать мазь такую из сырого яйца. То есть берется сырое яйцо в шкарлупе, опускается в банку пол-литровую, заливается уксусом, стоит 5-7 дней. После чего пробивается такая болтушечка, делается, и ей натираются места боли в суставах при любых заболеваниях болезненных, которые есть в суставах, в позвоночнике, при бурситах плечевых суставах, при артритах локтевых и кистевых, при полиартритах, при артрозах тазобедренных суставов, при остеоартрозах, артрозах коленных суставов, при артрозах, остеохондрозах позвоночника. Вот при всех этих заболеваниях я рекомендую использовать такую болтушку. Также использовать мою мазь Габбана, она тоже себя очень хорошо зарекомендовала. Сейчас, 1 секунду. Дальше. Лена Сергеева, скажите, пожалуйста, идти мне на операцию по удалению косточек на ногах в октябре примерно планирую? Или стоит обойтись мне методами, что вы даете? Боюсь очень адаптационного периода. Я считаю, что можно убрать вот такие воспалительные процессы препаратом Подагрин и препаратом Уролиз Манкулит по чайной ложке 2 раза в день, а также использовать мазь такую, которая называется у нас подагриновая мазь. Или спросить у операторов, они ответят, я просто не помню ее название сейчас. Юратоглюкины, спасибо за все. Перелом руки, чтобы хорошо и быстро срослось. Используйте мицни кистки препарат по 2 таблетки 3 раза в день. Также делайте так, возьмите куриные яйца сырые, разбейте их, возьмите скорлупу, заливайте 1 литром скорлупы, полная литровая баночка скорлупы заливается 1 литром воды холодной, после чего выдавливается сок из 1 лимона, ставится на ночь, утром каждый день выпиваете. Также еще второй вариант. Берите рис обычный белый, не проваренный, заливайте 1 стаканом холодной воды, там 2-3 столовые ложки, после чего не промывайте, ставите в холодильник на ночь, утром выпиваете вот такую воду вот с таким рисом. Рис выбрасываете или там варите в дальнейшем, а воду такую выпиваете. И делайте это каждый день на протяжении 10 дней. Очень заметно, быстро срастаются суставы.
Бурсит плечевого сустава, болят даже мышцы, тянет к локтю и даже пальцы выкручивает, особенно ночью. Очень поможет моя мазь Габбана. Также поможет вот такой уксус. Также поможет накладывание повязочки или салфетки, смоченной утренней мочой. Действительно помогает. Валентина Бенькова. Подскажите, как избавиться от старческих пятен на лице? Не знаю, как они называются на медицинском термине. 2 минуты назад я рассказал о вот таком рисе, который заливается холодной водой, настаивается в холодильнике ночи, после этого пьется. Вот вам его не нужно пить, а умывайтесь им. Кстати, хочу сказать, что это одно из самых удивительных средств, вот такая водичка для омоложения лица. Лицо становится красивым, светлеет, темные пятна исчезают. Также, если очень концентрированный сделать раствор вот такого риса, и водичка станет такой очень мутно-белой, настоится на протяжении ночи, то можно делать салфетки и накладывать их прямо на лицо. Это отбеливает лицо и делает его действительно очень красивым. Вот такую смесь или вот такую воду с вот таким крахмалом рисовым очень хорошо использовать для умывания. Также от вот таких темных пятен помогут инъекции обычного новокаина. Берете обычный новокаин и делаете инъекции внутримышечно. Делайте 5 мг новокаина внутримышечно на протяжении 10 дней. Потом 1 неделю перерыв, еще 10 дней. 1 неделю перерыв, еще 10 дней. Потом месяц перерыва, еще 10 дней. Все вместе получается 40 инъекций новокаина. Это очень омолаживает лицо, убирает и устраняет темные пятна, снижает холестерин, улучшает общее состояние здоровья, улучшает иммунитет. Как бы рекомендую тем людям, у кого есть заболевания позвоночника, заболевания суставов, заболевания, связанные с геронтологией, то есть общими процессами старения, ухудшения состояния из-за ожирения и так далее. Удивительно хороший метод. Он запатентирован. Этот метод был разработан в Советском Союзе как один из методов геронтологической помощи, то есть помощь при проявлении старческих или проявления старения организма, как один из элементов помощи или омоложения тела. Анна Шам. Здравствуйте, что вы есть, низкий поклон. У меня внучка осталась без папы, девочка хорошая, но очень всего боится, комплексы. Покупала шума, обереги действуют, но сейчас после карантина в школу, а у нее шок. Да и понятно, мама пьет, хотя с нами не живет, но постоянно скандалы. Посоветуйте советом, как мне с ней выйти из этой ситуации. Очень вам признательна за все, Анна. Вы должны знать, Анна, в случае, если у ребенка есть моральный шок, то или какое-нибудь стрессовое состояние, то обычно родитель помогает ребенку выйти из этого или не помогает, или сам ребенок пытается выйти из этого, прячась. То есть он прячется в комнату, ни с кем не разговаривает, ему хочется тишины и так далее. Но наша жизнь так устроена, что психические заболевания обостряются только в тот момент, когда у человека отсутствует коммуникация. Именно поэтому для того, чтобы выйти из этого состояния, в котором ребенок сейчас находится, именно состояние шока, ему необходима коммуникация, то есть ему необходимо общение с людьми. Вот если пойти на поводу и не дать этого общения, вот тогда будет шок спустя несколько лет. Именно поэтому такие проблемы, которые связаны с проблемами, может быть, развивающихся психических заболеваний, психологических паттернов, это все проблемы, они, как правило, решаются путем налаживания коммуникации. Что необходимо сделать? Необходимо гулять с собакой такому ребенку, необходимо за ручку посещать какие-нибудь заведения, чтобы и объяснять ребенку, что все в порядке, что ты должна тоже что-то говорить, ты должна тоже общаться, она должна начать с кем-то общаться. У нее может быть там чат общения какой-нибудь, она должна коммуницировать. Вот такая информационная коммуникация, конечно, хуже, а вот прямая коммуникация тактильная, прямая коммуникация общения, когда человек может общаться с другим человеком, глядя на него, это поход в магазин, расчет на кассе, чтобы вы давали ребенку, это поход в парикмахерскую, вот эти там гуляния с собакой, общение с кем-либо из людей, которые общаются, там любители собак. И вот это вот все является элементами коммуникации, и они очень полезны и необходимы человеку. Человек, который находится дома, человек, который убегает от возможности общения, человек, который убегает от трудностей, это человек, у которого в дальнейшем могут развиться психические заболевания. Опять-таки, для того, чтобы этого не происходило, можно назначать ребенку препараты магний B6, также давать ребенку препарат Поставит и Диторекс моей компании по 2 таблеточки 2 раза в день.
Инна Герасимова, что пропить СТФ при повышенных лейкоцитах в моче 100 и при креатининтрансферокиназе 249. Это все говорит о почечной недостаточности и говорит о пиелонефрите. Принимайте препарат Ренокс, терпентиновый бальзам, Эмбрио Плюс, Демилон, Инстамакс. Все это принимайте по одной таблетке 3 раза в день. Татьяна Запольская. Подскажите, пожалуйста, мучают запоры, что предпринять в таких случаях? Поможет тыквенный сок? Принимайте тыквенный сок по рюмке 2-3 раза в день. Поможет еще сок картофеля. 1 столовая ложка сока сырого картофеля 2-3 раза в день. Поможет печеный лук. Поможет шиповник, заваренный вкрутую, с добавлением, допустим, на 1 столовую ложку шиповника 1 стакан кипятка, с добавлением четверть чайной ложки сорбита или ксилита, сахарозаменителя. Выпивая вот такую водичку, у вас может наладиться стул. Из моих препаратов франгул по 2 таблетки 3 раза в день, прокшалан по 2 таблетки 3 раза в день. Также очень рекомендую использовать магнезию. Это английская соль или по-другому оксид магния. Вот такой магний необходимо принимать, он не всасывается в кишечнике, но он очищает кишечник от застоев. Принимают вот такую магнезию по 1 столовая ложка на стакан воды 2 раза или даже 3 раза в день. Принимать можно на протяжении 1 недели-10 дней, после чего делается 3-4 дня перерыв и еще раз. Также человек, у которого есть запоры, должен знать, что он должен увеличить количество употребления горькой пищи. Горькая пища — это горчица, это черный и сладкий и красный перец. Увеличить потребление сладкого перца. Устранить полностью употребление сладких продуктов питания, белого хлеба. Увеличить количество употребления жиров и воды. Увеличить количество употребления воды. Ваша ученица бесплатной ступени. Читаю мантры, слушаю шумы по здоровью. Стало легче. На данный момент в горле с левой стороны неприятное ощущение. По утрам забита носоглотка. Пожалуйста, помогите составить программу для лечения носоглотка препаратами ТФ. Брызгайте в нос препарат Эмбрио Назин. Также брызгайте в нос препарат окситоцин. 1 утром, 1 вечером. На протяжении дня закапывайте нос препаратом, который называется трангиновые капли. Они такие нейтральные, немножко безвкусные, солененькие. Рассасывайте на протяжении дня до 10 раз таблетки лизам. Они сладкие, просто кладете в рот, держите, пока они растворятся, и после чего глотаете или запиваете водой. Делайте это до 10 раз в день. На протяжении 1 месяца вы забудете о том, что у вас какие-то проблемы есть в носоглотке, и в дальнейшем вылечите не только носоглотку, а еще и бронхи, и пазухи, и все остальное. Марина Митина, скажите, пожалуйста, чем убрать энурез у ребенка 10 лет? Давайте ребенку мой препарат энуретин по 2 таблетки 3 раза в день, цистонорм по 1 таблетке 3 раза в день и ренокс по 1 таблетке 2 раза в день. Давайте это на протяжении 1 и 2 месяцев, энурез исчезнет. Лора, у сына 20 лет, ему начали болеть колени. МРТ показало, что там воспаление. И как бы неправильно двигаются коленные суставы, они стучат друг об друга. Что делать? Он ходит на коленниках. Используйте коллаген. Купите коллаген натуральный какой-либо, пусть принимает по столовой ложке коллагена 2 раза в день. Можно на стакан воды или без воды. Также используйте глюкозамин и хондроитин по 2 таблетки 3 раза в день. Используйте мои препараты. Первый препарат альфа-липоевая кислота по 2 таблетки 3 раза в день. Второй препарат Гепакс, 1 чайная ложка на стакан воды 3 раза в день. Препарат Артрозин по 2 таблетки 3 раза в день. Также смазывайте суставы артрозиновой мазью. Подскажите, пожалуйста, что означает пульсация шеи с левой стороны, особенно в лежачем и сидячем положении? Пульсация шеи может говорить о появлении окклюзии или непрохождения сосуда. Для того, чтобы вылечить это, используйте препарат Гворгин по 2 таблетки 3 раза в день. Смазывайте шею
моей мазью Габбана или золотой бальзам Дуйко, или можно миновазином. Также на место, где пульсирует, накладывайте в вечернее время горчичник. Делайте это каждый день перед сном, где-то на протяжении 10 дней. Это Рамзмаздзе. Здравствуйте, ребенок 7 лет. Что делать с энурезом? Каждую ночь непроизвольное мочеиспускание. Ответил ранее. Моему папе 69 лет, стали замечать, что при ходьбе пошатывается, как будто заносит. Речь четкая, руки крепкие, не трясутся. Подскажите, что это может быть, как это полечить? Это на фоне атеросклероза развивается у него потеря ориентации. И как можно помочь папе? Очень поможет вот такой народный метод. Необходимо взять белые створки арахиса и белые створки арахиса заваривать. 1 столовая ложка заварить стаканом кипятка, пить по 1 стакану 2 раза в день. Также помогут мои препараты Гваргин, альфа-липоевая кислота, Дитарекс и Отофит. Все по 2 таблетки 3 раза в день. Светлана Новоселова. Сыну 47 лет, а нам 70. Устали от его пьяной жизни, воровства, обмана, вранья. Сможет ли он победить зависимость? Да, сможет. Татьяна Иванова. Как можно полечить воспаление сустава, искривление пальца? У мамы было то же самое. Ответил ранее. У меня целую неделю был цистит, я так думала. А вчера вышел камушек, как косточка из вишни, только очень колючий. О, это вам очень повезло, раз оно все-таки вышло. Это вам прямо, ну вот очень в жизни повезло. Это говорит о том, что у вас произошло самопроизвольный выход вот такого камня из почек. Он действительно обычно такой вот остренький и очень колючий. Я бы рекомендовал вам его не выбрасывать, а сдать его все-таки на исследование в любую клинику, любое коммерческое заведение, где происходит набор крови или забор крови, с просьбой провести химическое исследование или анализ данного камня. Такое проводится, чтобы определили, из чего он сделан. Если он подагрический, то полечить все-таки подагру. Можно препаратом медицинской аллопуринол, можно препаратами моей компании. Это препарат подагрин, урализ манкулит по чайной ложке 2 раза в день, терпентиновый бальзам по чайной ложке 2 раза в день. В случае, если это имеет какие-то другие формы, то соответственно принять там другое лечение. Галина Ван. Моя внучка постоянно болеет, начинает болеть горло. Помогут вам мои конфетки сладкие или таблетки, которые называются Лизам. Поможет горло вам, полечит горло вам. Очень удобные препараты такие. Даю своим детям в садике, даю им дома, делаю это каждый день, это совершенно безопасно. Боли носоглотки исчезают за 3-4 приема. То есть если у вас очень болит горло, уже сопли, начните рассасывать Лизам и уже до вечера избавитесь от воспалительных процессов носоглотки. Если очень часто болеет ребенок, это говорит о том, что необходимо улучшить иммунитет ребенка. Давайте препарат Демилон, Эмбрио Плюс по 1 таблетке 2 раза в день, препарат Инстамакс по 1 таблетке 3 раза в день. Как вылечить атопический дерматит ребенку 3 годика? Я рекомендую убрать сладкую пищу полностью, то есть ее не должно быть. Также по возможности молочную. Давайте мой препарат Галит, 1 таблетка 2 раза в день, глюконорм, альфа-липоевую кислоту и аллергонорм по 1 таблетке 2 раза в день. Добрый день, вопрос о новом препарате горечи. В аннотации указано противопоказание повышенная кислотность, но хотелось бы его пропить. Как быть? Можете принимать. Он при повышенной кислотности устраняет кислотность. Просто обратите внимание, при приеме препарата, если его пить при повышенной кислотности, то будет обострение. А если полоскать рот, держать, смешивать со слюной и глотать, то тогда не будет появляться повышение кислотности. Вот таким образом очень рекомендую его использовать. Великолепный препарат. Напишите мне отзыв под данным видео, кто же все-таки использовал данный препарат горечи Дуйко и насколько эффективно он на вас подействовал. Лидия Маргун, можно спросить вас, есть у вас капли для глаз, если носить линзы и много времени проводить за компьютером, есть, называются они у нас... Раньше были капли релаксин, я не знаю, есть они у нас сейчас или нет. Если есть у нас капли релаксин, то можете ими пользоваться. И еще дочери предстоит операция по замене сустава, надо его менять.
скорее всего, да, уже очень поздно лечить его. Лариса Никонова: уважаемый Андрей Андреевич, скажите, чем полечить коксартроз второй степени, слабость? Пью иммуногрант, кальций, магний, каолин. Слушаю шумы сустава от старости, заранее спасибо. Очень рекомендую использовать мою мазь артрозиновую, а также принимать препарат артрозин по 2 таблетки 3 раза в день. Также дождитесь, на следующей неделе выйдет коллаген. Я рекомендую использовать данный коллаген по 4-5 таблеток 3 раза в день, прямо пить их вот так в пригоршне, запивая водой. Один день первый будет небольшое обострение, а потом все остальные дни будет заметное улучшение. Также принимайте препараты хондроитин, глюкозамин, препарат Е, витамин Е моей компании по 2 таблетки 2 раза в день, препарат цистин 1 таблетка 1 раз в день. Помните, я на каком-то семинаре рассказывал, как натирать места боли при коксартрозе, натирать мазью из яйца с уксусом. Вот делайте это. Также делайте обертывание с сливочным маслом. Натирайте сливочным маслом суставы и на день оборачивайте лентой, эластичным бинтом, предварительно смазанным сливочным маслом. Желательно, чтобы сливочное масло было натуральное. Сейчас, одну секунду. Далее. Наташа Деминская: здравствуйте, Сергей, муж, межреберная невралгия, невроз, принимает 3 года Симода. Немного легче, но давление часто повышается, что еще принимать? Пусть принимает препарат Гепакс, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Натирает грудные, натирает ребра препаратом Габана, принимает препарат Тарантел по 2 таблетки 3 раза в день, принимает, смазывает позвоночник препаратом Вертебрализ, мазь, и принимает препарат Вертебрализ по 1 таблетке 3 раза в день. Еще легка хода, тоже по 1 таблетке 2 раза в день. Лидия Маргун: чем помочь внуку от курения? Бросить не хочет и курит электронные сигареты, но бабушке жалко внука. Может, витамины ему купить у вас или обманным путем подействовать? Нет, скорее всего, обманным путем не получится. Можно попробовать использовать окситоцин спрей для носа. Скажите, что это полечит ему нос, там уберет, там, я не знаю, гайморит, полипы и там еще что-либо, и пусть использует. Длительный прием окситоцина может выработать нежелание курить человеку, который длительное время употребляет никотин. Лидия Маргун: на какие капли можно купить для глаз? Отофит можете купить для глаз. У меня много лет гипертония, сейчас на фоне триплексама давление держится 150/10. Было несколько застойных пневмоний, сильные отеки, на рентгене сильно расширены границы сердца, врачи говорят бычье сердце, только сидя спокойно, нет одышки. Ночью бывает не могу спать лежа, приходится спать сидя. Есть ли какие-то методы восстановить сердце? Есть. Итак, первое, начните принимать препарат ЕМА, 1 чайная ложка на стакан воды, можно после еды 2 или даже 3 раза в день. Дальше второе, покупайте валидол, полтаблетки валидола, и через него делайте глубокие вдохи и глубокие выдохи. Дальше нитроглицерин, четверть чайной ложки, четверть таблетки сразу же после валидола через 10 минут выпивать. На протяжении дня принимать препарат моей компании, называется инфарктин, и препарат моей компании называется Презус Монтесин. По 1 таблетке 2 раза в день и одного и другого препарата. Также найдите цветочную пыльцу, каждый день принимайте цветочную пыльцу. Также можете взять мое маточное молочко, принимать по 1 таблетке маточного молочка 2 или даже 3 раза в день. Также вот эти мои рекомендации, которые я ранее давал при лечении гипертонии в самом начале вебинара, используйте их. Там чесночок глотать, там уксусом смачивать носки, одевать на ноги и так далее. Это все восстановит плавно ваше сердце.
Альфа-липоевую кислоту принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Жанна Ержанова. Какие препараты можно применить для лечения фиброзной мастопатии? Препараты мастопатин по 2 таблетки 3 раза в день. Мазь для увеличения груди, смазывая 2-3 раза в день. Это уберет мастопатию. Татьяна Владимировна. Как избавиться от кашля? Душит уже месяц. Принимайте аллергонорм, принимайте тарантел. Делайте ингаляции Германии с серебром. 1 раз в день 10 минут, через день 10 ингаляций. Также можете пропить и серебро, и Германии по чайной ложке 2 раза в день. Наталья Москаленко, ученица, участница СНГ, в том числе 66. Слушаю шумы медитацию, хотела попасть на марафон. Такой возможности нет. Мне 40 лет, 20 лет мучает позвоночник. 4 протрузии, шейный остеохондроз, который не дает полноценно жить. Постоянные головные боли с тошнотой, рвотой, сильное давление в затылке, продолжительность несколько дней, невозможно двигать шеей и хруст шеи при движении, мешает горбик на шее. Не имеют по утрам конечности, зеленую нить носила целый год, раз дышу по патрулу, делал практику заливания позвоночника, пока результатов нет. Скажите, что из препаратов ТФ мне можно принимать, чтобы улучшить мое самочувствие, избавиться от хронической боли и тремора во всем теле. Итак, первое, необходимо убрать глюкозу из рациона питания, перестать есть сладкое вообще. Второе, начать принимать препараты по снижению инсулина подкожного и снижению глюкозы в крови. Это препарат спрей гликоцитрохромин, брызгать 2-3 раза в день в рот. Второе, препарат альфа-липоевая кислота, по 2 таблетки 3-4 раза в день. Бетаин, 1 таблетка 3 раза в день. Легка хода, по 2 таблетки 3 раза в день. Рутин, 2 таблетки 3 раза в день. ДРРС, 1 таблетка 2 раза в день. ЕМА, 1 чайная ложка 2 раза в день. Позвоночник смазывать либо салом настоящим, либо мазью вертебрализовая. На шейный отдел, там где у вас горбик, накладывать горчичник на 5 минут, на 10 минут в вечернее время. Какие препараты, спрашивает Алена Кожеляну, и сколько по времени принимать от стафилококка в носу и кандиды. Используйте препарат окситоцин, брызгайте в нос 2 раза в день. Препарат эмбрио плюс 2 раза в день. Эмбрио в утреннее время, окситоцин в вечернее время. Это уберет кандиду. Рассасывайте и делайте это на протяжении дня 3-4-5 раз. Мои таблетки, которые называются Лизам, поможет от горла вам. Лидия Абаша. Назначенные и приобретенные магний B6, гепокс, альфа-липоевая кислота применять вместе или поочередно? Нет, можно применять их совместно. Мальчику 7 лет и 3 месяца. Назначение было прислано голосовым сообщением. Спасибо, учения работают. Пожалуйста. Жулдыз Галиева. Скажите, пожалуйста, как пить соду с полынью от кожной сыпи? Берется сода и берется полынь. Все это смешивается напополам. Часть соды, там 1 столовая ложка, и часть полыни, 1 столовая ложка в порошке. После чего принимается четверть чайной ложки, запивается водой 2 или даже 3 раза в день. Помогает избавиться от псориаза, от сыпи на руках и ногах. Помогает избавиться от экзем и так далее. Принимается на протяжении хотя бы 1 месяца ежедневно. Можно в случае, если начинает тошнить, начинает происходить токсическое отравление, появляется, допустим, плохой запах изо рта или там тремор, то можно уменьшить количество приема до 1 чайной ложки в 1 раз в день. Эльмира Восканян. Подскажите, пожалуйста, будет ли у меня ребенок? Зачем мне там? Галина Гаврилова. Скажите, пожалуйста, чем лечить демодекс век? Димазолом смазывают, то пропадает, то опять появляется. Спасибо заранее за ответ, вы лучший доктор. Возьмите белок яйца обычный, каждый день смазывайте просто белком яйца. Также есть ветеринарный препарат, называется оверсектиновая мазь. Возьмите оверсектиновую мазь, смазывайте глаза оверсектиновой мазью. И третье, это мой препарат мускус называется. Смазывайте мускусом на протяжении дня 2-3 раза в день. Можно еще моим золотым бальзамом тоже смазывать, но так, чтобы в глаза не попало. Надежда Мурша. Очень падает зрение, пигментация на лице увеличивается, по утрам горечь во рту, печень не беспокоит, но есть изжога. Чувствую резкий сбой в организме, заранее спасибо. Используйте препарат глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день. Альфа-липоевая кислота 2 таблетки 3 раза в день. Гликоцитрохромин 1 чайная ложка 3 раза в день. Спрей гликоцитрохромин брызгайте в рот 2-3 раза в день. Бетаин 1 таблетка 2 раза
раза в день. Марина Лунева. У моей взрослой дочери 10 лет точно чешется горло. Когда ей хочется почесать как-то со звуком из горла, что это? Чего в организме не хватает? Что попринимать? Это чес ее может застать в любое время и месте. И она начинает эти звуки издавать гортаной, уши следом чешутся. Ну понятно, ухо, горло, нос. Нет. Уши у нее чешутся и носоглотка чешется, это все аллергическая реакция. И то, что у нее это происходит, это начало очень сложного процесса аллергического, который может закончиться очень плачевно пневмоторексом. То есть это у нее происходит на фоне отека носоглотки и может закончиться отеком квинки там, и так далее. Это очень опасно, потому что может закончиться тем, что она просто в какой-то момент не сможет выдыхать или не сможет дышать. Не хватает, скорее всего, у нее, первое, что нужно сделать, начать принимать препарат Аллергонорм по 2 таблетки 3 раза в день. Галит 1 таблетка 2 раза в день. Дальше Эмбрио Плюс 1 таблетка 2 раза в день. Убрать яйца, убрать из рациона питания молоко, глюкозу, алкоголь. Дальше принимать мускус, 1 чайная ложка на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Можно заваривать череду с крапивой, принимать по столовой ложке на стакан воды 2-3 раза в день. Уши смазывать или ставить тампончики либо с перекисью водорода 9%, можно и 3%, либо смоченную в мускус спиртовой, тот, который вот продается в моей компании. Рада Жук. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите разобраться. У дочери 11 лет нашли синегнойную палочку в горле. Весь этот год она лечила гнойную ангину, то хронический танзелит. Сейчас лечимся секстофагом. Добавок ко всему вылез герпес на всех губах и не проходит после курса лечения. Скажите, пожалуйста, как избавиться от этих болячек? Вам необходим гемортан 2 таблетки 3 раза в день. Инстамакс 2 таблетки 3 раза в день. Германии 2 таблетки 3 раза в день, ГВИ 2 таблетки 3 раза в день, брызгайте в нос и в рот эмбрионазин 3 раза в день. Это все быстро, причем уберет у вас вот такую проблему. Юлия Саламова. Добрый день, чтобы пропить из народных средств от паразитов. Полынь. Можно полынь с содой. 1 чайная ложка 2 раза в день. Можно полынь, пижма, шиповник, зверобой. Все это смешивается в равной пропорции. 1 столовая ложка на стакан воды заваривается, пьется как чай с добавлением небольшого количества виски и меда. Это все убирает глистов. Майя Беридзе. Время от времени кожа на левой груди и на теле по бокам становится сухой. Есть высыпание, сыпется как перхоть, очень сильно чешется, особенно левая грудь. Скажите, что делать? Скорее всего, это связано с аутоиммунными процессами. Если такое происходит, это говорит о том, что есть аутоиммунные процессы. Как лечить? Необходимо улучшать иммунитет. Принимайте препарат Инстамакс 1 таблетка 3 раза в день. Демилон 1 таблетка 3 раза в день. Эмбрио Плюс 1 таблетка 3 раза в день. Канцерамидин 1 чайная ложка 3 раза в день. И можно... Можно смазывать изотоновой мазью, еще можно. Светлана Ромашова. Наша дорогая Сонечка и Андрей Андреевич, подскажите, как вылечить деменцию у мужчины 62 года? Звоните операторам и говорите: Андрей Андреевич назначил моему мужчине, которому 62 года, препараты лечения аутизма. И вот этот весь курс, который там есть, начинаете принимать. Там целый курс, 6 препаратов, их необходимо принимать. Это сможет помочь улучшить состояние, которое возникает при деменции. Лариса Шульдикова. Временами состояние, когда внутри тела как горячка, руки и ноги холодные. После таких состояний могут быть высыпания на лице, на щеках и на лбу. И шея вся чешется, дня через 2 проходит. То, что вы описали, называется состоянием тревожности. Лечится это любыми успокаивающими препаратами, и это у вас возникает из-за того, что вы пишете о высыпаниях, скорее всего, на фоне аутоиммунных процессов или аутоиммунного дефицита. Принимайте препараты прежде всего для улучшения иммунитета и улучшения психики. Это Сирантал, Поставит по 2 таблетки 3 раза в день, альфа-липоевая кислота, бетаин, демилон и эмбрио плюс по 1 таблетке, можно 3 раза в день.
Луция Котылович, объясните, пожалуйста, у меня мокрота, сопли собираются с правой стороны, но забит уши тоже, глаза слезятся. Это от чего, наверное, аллергия, что-то другое. Это может быть аллергия. Используйте спрей эмбрионазин, брызгайте 2-3 раза в день. Далее принимайте препарат лангин, лизам, лизам, рассасывайте эти таблетки 2-3 раза в день. Используйте спрей окситоцин, брызгайте в нос и в уши. И принимайте препарат аллергонорм по 2 таблетки 3 раза в день. ПРЗ 1 таблетка 1 раз в день. Валентина Голякова. Можно каждое утро выпивать 1 столовая ложка оливкового масла. Носила зеленую нитку, помогло. Прошло 2 года и опять начала болеть. Завязала снова. Жду, когда перестанет болеть. Читаю мантру. Что еще эзотерическое мне сделать? Вы уже все эзотерическое для себя сделали. Смазывайте позвоночник свиным жиром, натирайте его. Можно смешать свиной жир и камфорный спирт и натирать свой позвоночник. Уважаемый Андрей Андреевич, хотелось бы мое лицо опять в порядок, но щеки все еще ярко-красные. Наверное, не только от китайской маски. Кларитин, аллергонорм, масло зверобоя не помогли. Молоко не пью, булку сладкое, кроме мало меда не ем. Спасибо. В случае, если лицо очень красное, это может быть связанное с сосудами на лице. Очень может помочь коллаген. Купите китайский коллаген, там где есть как бы морской. Вот такой морской коллаген. Жидкий, накладывайте салфетку на лицо жидким коллагеном, принимайте такой коллаген, если у вас нет аллергии на коллаген, желательно морской коллаген, принимайте по 2 таблетки до 6 раз в день, это уберет у вас вот такое покраснение. Можно еще препарат альфа-липоевая кислота по 2 таблетки 3 раза в день. Рената, да не. Я имела травму колени, сухожилия, с помощью кинезостотерапии операция обошлась. Сейчас болит оба колени, особенно когда встаю, начинаю ходить. Какие препараты пить? Принимайте мазь, которая называется артрозиновая. Принимайте урализ манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Препарат депосалт, поставит, вернее депосалт, подагрин и артридикс по 1 таблетке 3 раза в день. Светлана Рыхтик. Моей внучке 4,5 года. Под глазом на щеке появляются такие маленькие камешки. Что это может быть? Какие ваши витамины можно пропить? Принимайте препарат D3 йод по 1 таблетке 2 раза в день. Также давайте магнумцит в жидком виде 1 чайная ложка 2 раза в день. Смазывайте вот такую, сделайте так, возьмите желток куриный, сварите яйца куриные, варите их 30-40 минут, после чего достаньте куриные желтки, перетерите на очень мелкую терку, после чего выложите на сковороду и жарьте 30-40 минут, после чего добавьте стакан оливкового масла, отцедите через колгот. И вот эта жидкость, которая получится желтая, можете использовать, если вы беременная, для носа, закапывая и смазывая нос и глотку. Это уберет заболевание стафилококка в носоглотке и в горле. А в случае, если смазывать на лице, то там, где появляются комедоны, черные прыщики или вот такие проблемы, как у этого ребенка, это все полностью устранит. Людмила Полони. У сына Романа в 2 раза повышен билирубин, жар в стопах ног. Как можно помочь молодому человеку? Используйте бетулин препарат по 2 таблетки 3 раза в день. За 1-2 месяца полностью исчезнут эти проблемы. Еще препарат Гепакс. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Маргарита Бондаренко. Очень рада, очень жду. Мне 42 года. В одном месте на коже, на груди, под нею аллергия, красные пятна. Есть фото. Знаю, вам и без фото меня видно. Диагноз не установлен. Переживаю, бывает. Как надумаю, но начинаю, как учили говорить вслух, что вижу. Не передать словами. Такой дискомфорт во всех отношениях. Подскажите, что это, какие препараты мне принимать? Прежде всего убрать все сладкое из рациона питания, начните принимать это очень похоже на аллергию, которая, как правило, связана с повышением глюкозы в крови, но или даже не повышением глюкозы, а накоплением инсулина подкожно. Такая вот реакция обычно появляется, как бы на сахар или на глюкозу появляется вот такая аллергия, она обычно появляется под грудью. Для того, чтобы это все устранить, используйте присыпку мою с ликоподием, она продается у нас на сайте. Также принимайте препарат альфа-липоевая кислота, глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день, препарат гликоцитрохроминовый спрей, гликоцитрохромин по чайной ложке 2 раза в день. Это все уберет у вас вот такие покраснения на коже. Татьяна Лозайска, ваша ученица, большое спасибо, с детства наблюдаю
наблюдая за своим телом, а мне уже за 50, я вижу, как появляются маленькие красные точки на коже. Со временем темнеет и превращаются в родинки, а постоянные годы некоторые родинки начали расти. Скажите, пожалуйста, что это за процесс в организме? Это хронический панкреатит, он появляется в виде вот таких родинок. Принимайте препараты от панкреатита по 2 таблетки панкресорб и 2 таблетки железняк. Делайте это 3 раза в день на протяжении 2 месяцев. Мила Панфилова, с 2019 у меня какие-то странные пятна, думала, сами пройдут, они стали с годами увеличиваться. Помогите, пожалуйста, понять их происхождение, как лечить вашей продукции. Сейчас я кормлю грудью, можно ли принимать лечение в данный период, лучше подождать, когда откормлю. Напишите мне, когда откормите, сейчас, пока кормите ребенка, никаких препаратов из растений не стоит принимать. Шаксло Аксмедуво. Здравствуйте, учитель, сестра давно болит эпиляцией, можете ТФ что-то порекомендовать. Во время рождения с вакуумом вытаскивали, большой вес была, и когда какое-то видение видеть ноги и говорить, дар у моих сестер, как у бабушки, до сих пор не определили. Кому не показывали в Узбекистане результата не очень особо, весной сильно повторно приступы будет. 2 сынах с порог сердцем, рожала детей, какие рекомендации по ТФ? Спасибо большое. Значит, вашей сестре рекомендую принимать препарат Поставит. И рекомендую принимать препарат Инстамакс по 2 таблетки 3 раза в день, чтобы у детей не было вот таких проблем. И вам еще принимать препарат Тератозин для щитовидной железы и глюконорм для поджелудочной железы. А вашим детям принимать альфа-липоевую кислоту бета-ин и НСКАРТ по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Это уберет у них пороки сердца, будет нормально себя чувствовать. Лауман Хелена. Здравствуйте, милый доктор, дайте, пожалуйста, наш совет. Как и что принимать от пяточных шпор? Помните, сегодня рассказывала о яйце сыром, которым натирают. Очень замечательное средство от пяточных шпор. Еще у меня слабая иммунная система, герпес на губах. Инстамакс поможет, иммуногрант поможет. Инстамакс 2 таблетки 3 раза в день, иммуногрант 2 таблетки 3 раза в день, ГВИ 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте еще альфа-липоевую кислоту 1 таблетка 3 раза в день. И это все у вас. Альбикан можно еще принимать. Очень прошу помочь моему племяннику, 6-й год пошел, но у него нет памяти. Попросит запомнить слово малина. За полчаса он его не запомнит. Также его имя. Таюс его имя, и так со всеми словами очень плохо разговаривает. Осенью в школу, чем мы можем помочь, сделала просад. Принимайте мнемонорм, увеличьте количество употребления магния и кальция у ребенка. Магний в препарате Магнум Цит 300, 1 столовая ложка 2 раза в день. Кальций цитра или цитрокальцимин 1 чайная ложка на стакан воды. Утром пусть пьет, а Магнум Цит 2 стакана в обед и вечером. Также побольше гулять и побольше приседать, бегать и быть таким очень активным. Татьяна Бояндина. Скажите, пожалуйста, как можно вылечить апноэ? Спасибо большое. Сегодня я рассказывал одевать перед сном носки, смоченные уксусом. Второе, ставить на уровень позвоночника, на уровень сердца горчичник перед сном. Третье, принимать черноплодную рябину в виде жидкости, сок черноплодной рябины по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Пятое. Взять баклажаны, срезать синюю корку, 1 столовая ложка сушеной синей корки баклажана, заливается 1 стаканом кипятка, пьется по 1 стакану 2 раза в день. Дальше рыльца кукурузные рыльца заваривается 1 стакан высушенных кукурузных, 1 столовая ложка высушенных кукурузных рылиц на 1 стакан воды, пьется 2 стакана утром и вечером. Курс лечения 10-15 дней, апноэ исчезнет. Вера Ковтун. Замучил цистит хронический, принимая антибиотики, резко перестает моча, сдаю анализы, инфекцию кандиду, опять на антибиотиках, и сегодня вообще пошла моча произвольно. Пила цистонова, магментин, альбикан. Что можно попить, какое время? Сегодня я рассказывал, там раньше 1 столовая ложка сливочного масла запивается 1 куриным яйцом. Делать утром, в обед и вечером, и уже за 5-6 дней вот это исчезнет. Среди основных препаратов, ну конечно же, можно посоветовать канифрон, можно посоветовать антибиотик, норфлоксацин пропейте, антибиотик, он как раз для того, чтобы устранить вот такую проблему. Нет норфлоксацина, метронидазол. Норфлоксацин 500 мг, 1 таблетка 1 раз в день, метронидазол 200 мг, 1 таблетка 1 раз в день. И одно и другое можете принимать все безопасно 10-дневным курсом.
Все остальные антибиотики, которые назначают, неправильно. Добрый день. У меня сладкий вкус во рту. Ни полоскание соды, ни антибиотики не помогают. Исключила гастро и зубные эндокринные проблемы. Что это может быть, с чем это связано? Когда у человека сладкое во рту, это говорит о том, что есть инсулин, который находится подкожным. Для того, чтобы этого не было, необходимо принимать препараты, снижающие инсулин. Это препарат жир-стресс. Второй препарат — это горечь и дуйко. Полоскать ими рот и глотать. Третий препарат — инстамакс, глюконорм. Вот такими препаратами лечить. На правом глазу появились плавающие темные пятнышки. Что это может быть, что попить СТФ? Это макулодистрофия, поэтому и появляются такие темные пятнышки. Можно попить гинко билоба и селен. Купите селен в таблетках, принимайте по 2 таблетки 2 раза в день. Гинко билоба тоже можете приобрести аптечные, принимайте тоже 2-3 раза в день. Тоже по 2 таблетки. Подскажите, пожалуйста, как можно помочь тех, у кого растут кости в коленях? Спасибо огромное. Это говорит о том, что у них есть нарушение метаболизма кальция. И, как ни странно, такой метаболизм кальция, как ни странно, убирается приемом кальция. То есть этим людям хорошо принимать кальций, 1 чайная ложка кальций, цитрамин кальция на 1 стакан воды утром. На протяжении дня принимать препарат урализ, манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день 7 дней. Дальше перейти на депосалт по 2 таблетки 3-4 раза в день. И подагрин 2 таблетки тоже 3-4 раза в день. Сами колени смазывать мазью, называется бишофитовая мазь. Лариса Ларионова, подскажите, на что обратить особое внимание, что касается моего здоровья? Евгения Димченко, у дочери гемангиома правой мышцы спины, можно ли как-то полечить препаратами? Можно. Смазывайте место появления гемангиомы троксивозиновой мазью или моей мазью золотой бальзам Дуйко или габаной. Дальше смазывайте позвоночник мазью, которая называется вертебрализовая. Принимайте препараты легка хода. Дальше ДРРС 1 таблетка 1 раз в день. Легка хода 2 таблетки 3 раза в день. Рутин 2 таблетки 3 раза в день. Альфа-липоевая кислота 2 таблетки 3 раза в день. Гваргин 2 таблетки 3 раза в день. Какими лекарственными травами можно разжижать кровь? Можно разжижать кровь, не столько разжижать кровь, сколько освобождать капилляры. И тогда кровь будет более активно расширяться по всему организму. Это, конечно же, крапива и череда. Крапива, череда напополам, 1 столовая ложка смеси на стакан воды. Следующее это репешок. 1 чайная ложка репешка на стакан воды. Дальше растения, в которых большое количество аскорбиновой кислоты. Это рябина черноплодная, это калина красная, это шиповник, это бузина. Все эти растения, они разжижают кровь, поэтому можете их использовать. Дальше, среди таких, которые сейчас есть, вот что сейчас есть такого уникального, что цветет и что можно уже собирать? Чистотел нужно было в мае собирать. Чистотел от чего? Чистотел из чистотела можно изготовить уксус по Болотову и применять этот уксус. Он убирает или очищает кровь от стафилококка. Как он готовится? 200 граммов сырого чистотела, который нарезается, складывается в банку, нарезаясь как салатик, после чего заливается 3 литрами холодной воды. Добавляется 1 столовая ложка сметаны магазинной и 1 стакан, можно полстакана сахара. Не накрывается ничем, сверху бинтуется марлей, чтобы там не тонули мохи и мушки. И выстаивается 10 дней. Потом отцеживается, появляется цвет у такой жидкости, такой мутно-белый. И на вкус как уксус. Принимается по 1 столовой ложке или по 1 чайной ложке, можно с водой 2-3 раза в день. Что это дает? Улучшает иммунитет, убирает заболевания носоглотки, лечит миомы, лечит опухоли щитовидной железы. Далее сейчас растут лилии, как раз они порасцветали. Лилии можно использовать. Собираются цветы желтой лилии, заливаются водкой, настаиваются, после этого натираются суставы. И в случае, если есть болезненные суставы, исчезает боль в этих суставах. Дальше сейчас очень много
Сейчас цветет каштан конский. Собирается цвет конского каштана, заливается водкой, измельчается, заливается водкой, настаивается 10-30 дней в темном месте. Можно принимать по столовой ложке 1 раз в день такой смеси, убирает варикозное расширение вен. Также можно натирать при варикозах вены, лечит вены. Какие там еще растения сейчас есть у нас? Вот репешок этот есть, я видел сегодня, когда ехал. Угу. Чистотела очень много в этом году. Ну, пока такого ничего нет. Видел я, грибы уже появились, называются они сморчки. Очень красивые сморчки. Лечат заболевания глаз, кстати, если их заваривать. Очень прошу, расскажите, как избавиться от гемодекоза на лице. Лечить вместе с аллергией, использовать мазь аверсектиновую в ветеринарной аптеке или нашу мазь, которая называется у нас золотой бальзам Дойко. Как предотвратить болезнь Альцгеймера и Паркинсона? Необходимо увеличивать прием препаратов с высоким содержанием меди. В моей компании этот препарат алгоцин. Принимать четверть чайной ложки на стакан воды после приема пищи. Исключительно после приема пищи. Принимать периодический препарат, тоже жидкий, называется дипоксал. По 1 чайной ложке на стакан воды тоже 1 раз в день. Можно и дипоксал, и алгоцин. Один от Альцгеймера, другой профилактика Паркинсона. Здравствуйте, дочка потеряла обоняние. Как можно восстановить? Спрей эмбрионазин. Внук 3 года, много активный, бегает, прыгает на улице, опасно. Как помочь? Давайте ему препарат магнумцит или препараты детские с высоким количеством витамина Е. Это может быть рыбий жир для детей, а также можно давать им магнумцит или магний детский какой-нибудь. Есть сейчас рыбий жир с магнием продается, я видел. Можно вот такой купить и подавать ребенку. Моя внучка София плохо ест, если поест дома праздники, 4 года 11 килограмм. Значит, в случае, если ребенок плохо ест, знайте, особенно отказывается от мяса, знайте. У такого ребенка есть проблема с высоким содержанием кетонов. Вот эти кетоны мешают ребенку нормально функционировать. Ребенок будет плохо развиваться. Такому ребенку необходимы препараты. Это препарат альфа-липоевой кислоты, 1 таблетка 2 раза в день. Но обязательно гепакс. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день давать в обязательном виде. Можно даже больше, чем чайная ложка. Это приведет к тому, что у ребенка появится аппетит. Также есть препарат, он называется у нас Грандис. Можно давать по 1 таблетке 2 раза в день. Это снизит количество кетонов, и ребенок вновь захочет есть, будет набирать вес и так далее. На этом вопросе я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Хочу пригласить всех вас, кто еще не знает, к участию в завтрашнем марафоне, который начнется завтра с самого утра. И марафон будет посвящен здоровью человека. Рекомендую участвовать в данном марафоне тем, кто не может справиться со своими заболеваниями. Марафон будет проходить 10 дней. 3 часа утром и 3 часа вечером я буду индивидуально работать с вами, с теми, кто будет участниками марафона. Также огромное количество консультаций, огромное количество полезной информации, ну и огромное количество рекомендаций по целительству и по, в общем-то, избавлению себя от всех заболеваний. С вами был Андрей Дойко. До свидания. Не забывайте